Основной ингредиент на осеннюю ловлю толстолоба является конопля. Растет она, слава богу, много где. Я сорвал в поле, когда ехал на речку, высушил. И вот пришла ей пора. Собирал я ее еще в конце лета. Так. Сейчас мы ее перемолим на кофемолку до состояния муки. Вот, будем пробовать ловить как с дна, так и будем пробовать ловить поверху. Соответственно, у нас будет два рецепта. Итак, первый. Для того, чтобы можно было ловить сверху, мы добавим 250 объемных единиц гороховой муки, 250 объемных единиц кукурузной муки, 250 объемных единиц сухого молока, и у нас получится 50 грамм конопли на вот этот объем, молотой конопли. Важно, не молотите только сами листья, обязательно, чтобы у вас были семена, они дают наибольший запах и масла. Так, теперь рецепт 2 для ловли с дна, своеобразный гейзер. Все то же самое, 250 объемных единиц гороховой, 250 объемных единиц кукурузной, 250 объемных единиц сухого молока. Теперь внимание, 250 грамм либо объемных единиц молотого риса, либо рисовой муки и 50 грамм конопли. И теперь на это дело мы обязательно добавляем столовую ложку соды и чайную ложку лимонной кислоты. Это все перемешиваем. У вас получится гейзер для донной ловли. Вот это два рецепта. Сейчас молотим и идем давить. Итак, на кофемолке получается вот такая фракция. Этого более чем достаточно для того, чтобы был технопланктон. Да, то есть можете просеять его. Я этого делать не буду, потому что этого с головой хватает. Вот, все, то есть вот в таком виде мука, она подходящий ингредиент для нашего технопланктона. Коротко, почему конопля? Ну, во-первых, конопля, она очень сильно привлекает карповых. То есть у нее насыщенный острый такой запах. Вот, а во-вторых, этот ингредиент отлично сочетается с холодной порой года. То бишь осенью это один из лучших вариантов, что можно добавить в ваш технопланктон, чтобы он работал как со дна, так и сверху. Вот. Учитывая то, что мы ловим в конце октября, то есть ночью у нас температура сейчас от 0 там, до -1, а днем 3-8 градусов, доходит до 10. Соответственно, я не знаю, будет ли клевать, вот, хотя толстолоб он клюет круглый год, но как минимум мы попробуем. Вот, этот рецепт, если у кого по воде там будет потеплее, он будет работать. Также, ну, летом, само собой, летом будет он работать безотказно, просто летом проблематично достать коноплю. Если у кого там с зимы сохранится, то милости просим, как говорится. Все, поехали молотить. Итак, следующим этапом у нас перемолоть рис. Смотрите, ребят, когда будете выбирать рис, вам нужен вот такой. То бишь круглозернистый. Его гораздо проще молоть. Если вы возьмете вот такой рис, теоретически тоже можно, это долгозернистый шлифованный, но молотить вы его будете гораздо сложнее. Эффект от них один и тот же. Поэтому вот рекомендация, выбирайте вот такой вариант. С ним проще, быстрее и меньше мороки. Все, сейчас мы ее в кофемолочку положим, намолотим и пойдем давить планктон. Так, мы в цеху. Давайте теперь смешивать наши ингредиенты и делать наш планктон. Итак, рис
Здесь примерно 250 грамм, либо 250 объемных единиц, кому как проще считать. Вот, я буду вам мерными емкостями это все показывать, потому что вес разных продуктов, он разный идет. И проще всего как бы на объеме. Рисовая мука, это ту, которую мы перемололи только что. Засыпаем ее сюда. Просеивать я ее не стану, потому что очень предметно перемолол. Она у меня сейчас получается где-то как манка. Не нужно более глубокий помол. Хотя, если кофемолка может у вас дать, по сути, как бы мучной вариант, либо вы можете просто купить рисовую муку, то используйте такой вариант, будет больше мути. Следующий. Конопля. Тоже помолота до состояния достаточно мелких крупиц. Высыпаем. Есть. Далее гороховая мука. Сейчас будем мерить. Берем вот баночку нашу. Ну, порцию я рассчитываю, исходя из все по 250 грамм, чтобы получилось. Ну, мне сильно много на рыбалку не нужно. Есть. Теперь еще немножечко добавлю сюда, потому что горох даст наибольшую промучиваемость. Есть. Следующее. Кукурузная мука. Кукурузная мука. Итак, высыпаем ее в нашу емкость. Есть. Засыпали. Следующее, сухое молоко. Ребят, кто не знал, сухое молоко создает клейкость. Клейкость не ту, которая держит ваш продукт в целостном состоянии, а клейкость, когда вы его давите. Соответственно, прилипает очень сильно к поршню, если вы переборщите сухого молока. Аккуратно с этим продуктом, потому что иначе давка планктона будет для вас, мягко говоря, не сильно удобным действием. Его строго по рецепту. Есть. Так, теперь приступим к нашему продукту вспомогательному. Сода. Вот, чтобы вы видели, обычная пищевая сода. Ее нам нужно дать совсем немножко. Так, куда я уже дел? Вот где она. Итак, на вот эту порцию, это где-то у нас получается 5 на 250, кило 250, либо 1 250 кубических. Мы где-то впаяем столовую ложку. Вот примерно вот столько. Так, а теперь, если берем из разреза столовую на кило, еще немножечко сюда. Все, с содой закончили. Теперь нам нужна лимонная кислота. Вот примерно такое добро. Лучше, конечно, когда лимонная кислота перемолоченная. Если я не ошибаюсь, это вот как раз вот была она. Да, это наша лимонка. Давно я уже не делал планктон. У нас глубокая осень.
похолоданием воды, плюс у нас очень сильно пошла вода, то бишь поднялась вода. Честно говоря, я что-то думал, что клёва не будет, потому что, ну, последний раз, когда я выходил, сильно сносило снасти. Вот, и у меня сложилось впечатление, что, наверное, я выйду уже в следующем году. Если бы не одно но. На последней рыбалке, на которую я просто вышел на пару часов побросать, причем это была кукуруза, я поймал толстолоба. Это не типичная его еда, но тем не менее он клюнул. Клюнул со дна. Я решил, раз такое дело, сделаю я технопланктон для ловли со дна. И тот, который можно будет повесить наверх. Вода чуть просела уже, течение спало. И вот мы здесь. Я вам показываю наш новый рецепт. И сейчас мы это все дело переколотим. Ах, как плит, пахнет. Ребят, потрясающе получается. Конопля дает просто бесподобный запах, который оценит наша рыба. Теперь немножечко теории. Кто знает, может это пропустить, кто не знает, обязательно послушайте. Бытует мнение, что толстолоб, когда вода охлаждается, он перестает кормиться. Это не так. Толстолоб и кормится, и плавает, в том числе по льду, зимой, осенью, весной, постоянно. Нужно только понимать его поведение и место, где он будет. Да, то есть с наступлением холодов с высокой долей вероятностью вы его найдете на зимовальных ямах, как и прочую рыбу. Он там точно будет. И это не значит, что он будет сидеть у вас на самом дне. Это тоже большое заблуждение. По наблюдениям, толстолоб прекрасно перемещается между слоями воды, в зависимости от давления, которое есть, и от погоды, которая на улице. Поэтому, когда вы его все-таки решите половить по холодной воде, берите с собой донные снасти, берите с собой верхние снасти. И желательно у вас должна быть снасть с регулируемой глубиной. То бишь клипса, которая позволит вам поплавок вынести на регулируемую глубину. То есть стандартный монтаж, который вы там покупаете в магазине, его нужно будет переделать. Хотя бы там один, да, чтобы у вас тут было несколько вариантов для рыбалки. То бишь дно. А рецепт у меня донного монтажа есть в видео, которое я снял несколькими неделями ранее. Это обычная верхняя снасть и это регулируемая снасть. Для того, чтобы вы угадали с глубиной. Вот, если нету клёва, пробуйте на вот эту снасть, которая регулируется глубиной. Для тех, у кого есть эхолот, это вообще как бы проблемы не будет. Вы сразу угадаете, где у вас стоит рыбешка. А для тех, у кого нету, старым добрым проверенным способом. По часику ставьте на разные глубины. Это, конечно же, не лето. Я не скажу, что будет у вас прям такой клев, что не успели забросить и клюет, но он клюет. Так что будьте готовы к тому, что здесь нужно будет ждать дольше, усилий больше, но клев также будет. Все, перемешали. А теперь поехали, будем давить. Немножко о приспособлении. У нас есть такая станина. Сварена она вручную. Очень простая. На ней поставлен домкрат 16 тонн. Лучше 20-ка. Но, собственно говоря, 16-15 пойдет более чем. Просто больше усилий предложить. Наверх ложится пластина вот с такими двумя ручками. Это для того, чтобы вам каждый раз не опускать насос, который после поднимания будет, а чтобы у вас он опускался самостоятельно, то бишь две пружины. Вот ручка
И регулятор сброса давления. Это для того, чтобы насос пошел вниз. Это сама форма. Может быть она абсолютно разная. Может быть шире, уже, выше, ниже. Да? То есть вот у меня она вот такая. Вот. И при помощи этого девайса мы сейчас будем его прессовать. То есть мы насыпаем, получается, нашу смесь сюда. Далее мы задвигаем это дело поршеньком, ставим сюда, давим, и у нас получается формочка. Все, то есть, по сути, готовый технопланктон. Итак, сейчас я вам покажу, как он будет выглядеть в готовом виде. Так, вот мы его запрессовали, достаем. Хотя буду вам держать, показывать. Достаем, получается, штырек. Схвачу покрепче. Достаем штырек. Двумя руками будет проще, поэтому это не так сложно, как кажется. Так. И теперь просто выбиваем его наружу. Все. Вот у вас, ну, это на ржавчину не обращайте внимания. 2 месяца не пользовался формой. Готовый бочонок планктона. Сейчас это все дело я вам на примере банки 3-литровой с водой покажу, как это будет выглядеть, чтобы вы поняли работоспособность продукта. Все, готовая бочечка для рыбалки. То есть по весу она грамм 60-70 получается. Вот. И в воде она простоит минимум 1,5 часа. То есть, как правило, если вы хотите, чтобы дольше стояла в воде, соответственно, добавьте больше туда кукурузной муки. Она даст клейкость. Если хотите, чтобы совсем-совсем долго стоял в воде, тогда добавьте туда еще печенье молотого. Все, тогда она у вас будет стоять 3-4 часа. Но я это не рекомендую делать, потому что это иллюзия эффективности продукта. Главное не сколько он стоит, а как вот сильно он дает пыль и муть. То есть оптимальный вариант это 40 минут, час при очень интенсивной работе. Эффективность будет больше, но и расход у вас идет тоже больше. Вот, если вы выбираете рыбалку а-ля эконом-режим, то тогда просто немножечко больше добавляете кукурузной муки. У вас он будет стоять 2 часа. Это самый средний нейтральный вариант. Вот, и с померным пылением. Этого тоже достаточно, чтобы привлечь рыбу. Все, тестируем, показываем и идем рыбачить. Так, эксперимент продолжается. Сейчас попытаемся запихать это все в банку. Ладно, как-то залезет. Как-то оно залезет. Пускай оно лежит на дне. Честно говоря, ребят, не хочу долго возиться. Перейдем к сути. После попадания в воду, теперь будем смотреть на его поведение. Я думаю, тут невооруженным взглядом видно, какое облачко оторвалось и пошло вверх. Но немножко больше вам покажу, чтобы окончательно убедились. Заметьте также, что банка это наглухо стоячая вода. Вот, на водоеме у вас будет это все где-то раза в 2 динамичнее происходить.
здесь особенно видно, как отваливаются целые куски. И в то же время поднимается вверх. Видите, почему я говорил, что я вам дам универсальный рецепт? Потому что у вас, если вы повесите ее на поплавок, будет отваливаться и мутить вниз, как оно сейчас происходит. Сейчас я подниму для наглядности. И в то же время будет подниматься вверх. Вот как оно идет здесь. Видите? Вот так вот работает это чудо. Что же, ребята, пробуйте, ловите, приносите домой результат. А я с вами прощаюсь. До следующего рецепта, до следующей встречи на канале Баллады о рыбалке. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Счастливо.